Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, начать наш сегодняшний разговор я хотел бы с очень интересных геополитических вещей. Значит, понятно, Трамп отбомбил Иран. Иран ответил. В общем, он говорит, сотру в порошок, если не подпишешь. Видимо, время как бы поджимает и нужно что-то решать. Иран говорит, что в принципе да, давайте решать, очень конструктивно сообщает пресса, проходят переговоры под звуки бомб и взрывов, причем это не сарказм, переговоры правда активизировались, но они ставят денежные условия. Раньше называлось 24 миллиарда долларов, сейчас 6-12, которые заморожены по банкам. Короче, Иран хочет торговать свободно. Некоторые уже предполагают, что Трамп, в принципе, если по всем остальным пунктам договорятся, то да, почему бы и нет, пускай себе торгуют. Но все не очень просто. Как вы думаете, вот эта ситуация с ударами США по Ирану, ответом Ирана, там, воздушными тревогами в Бахрейне, прилетами по базам, Ирак, которые предупреждают всех, в общем, опасность, вот это обострение, оно как отразится на, собственно, продолжающемся конфликте, в том числе и в Украине? Сейчас это не война, это уже спекуляция экономическая, то, что происходит вокруг Ирана. Военные действия, которые были ранее, они практически закончены, когда стороны перешли в плоскость переговорного процесса, и обе стороны согласились договариваться и вести переговоры. То есть откровенно все понимают, что Соединенным Штатам либо нужно выйти из конфликта, вот успеть до выборов, либо полностью уничтожить Иран. Что такое полностью уничтожить Иран? У Соединенных Штатов Америки есть возможность полностью уничтожить Иран только при одном условии, если они применят ядерное оружие. При других условиях они пытались уничтожить Иран, и у них ничего не получилось. Я хочу напомнить, что американцы уничтожили 40 руководителей Ирана, 40 руководителей, в том числе аятоллу, да, в том числе политических руководителей и руководителей КСИР. Был расчет на то, что после этого власть посыпется, начнется сухопутная операция, сухопутное вторжение, потом подключатся недовольные люди, которых немало в Иране, да, и которые должны будут смести власть в Иране и привести к власти покладистых политиков, да, или чиновников, которые с удовольствием примут прозападный курс, как это было до 1979 года, с 1953-го, когда свергли Моссадыка в Иране. Вот и тогда шах всех шахов, да, и даже говорили о том, что приедет сын Пехлеви и будет там править. Но сын Пехлеви ехал, да доехал только к Леше Гончаренко в Одессу, да, и, в общем, этим его турне закончилось. И правление у него тоже этим закончилось. То есть он сейчас, это условная Света Тихановская и Навальная, вот это сын Пехлеви. То есть даже Трамп говорил, что он не рассматривает эту фигуру в качестве ставленника американского на территории Ирана. Но, то есть попытки свергнуть власть в Иране, сменить режим в Иране и перевести Иран в проамериканское русло не увенчались успехом. Они провалились, объективно говоря. И именно по этой причине американцы и перешли в процесс переговоров. Иначе бы Трамп не переходил. Вы же посмотрите, как менялась его риторика. Сначала он последнее американское предупреждение делал для Ирана, что если ты сейчас там не одумаешься, да, мы тебя уничтожим. Потом был нанесен удар. Потом были уничтожены руководители страны. Но с учетом того, что там есть целый институт руководства, да, аятолл и прочее, у них есть сменяемость и подготовленные кадры, так сказать, на скамейке запасных. И уничтожить всех не получилось. Дальше отбомбили по самым важным базам, производству и прочее. Но не смогли достать подземное производство ракет и дронов. Соответственно, Иран начал обстреливать близлежащие страны Персидского залива, да, и Ближнего Востока, которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки. То есть все взвыли, цены взвинтили, да, получили шикарный гешефт по отношению к Европе американцы. Трамп здесь победил раз 200. То есть он фактически европейскую экономику уронил еще сильнее. Но в политическом смысле он не смог добиться то, чего он объявил.
И дальше начались уже качели. Мы Иран сотрем с лица земли. Мы уничтожим персидскую цивилизацию. Камня на камне не останется в Иране. Все это мы слышали от президента Соединенных Штатов Америки, который, по сути, может это сделать, ну, конечно же, только с применением ядерного оружия. Ему объяснили, Так да, а в в чем, ближайшее подождите, руководство и другие. почему вы тогда, ну, он сам, кстати, допускает, что, возможно, и жахну ядеркой. А почему вы считаете, вот так а что изменит этот ядерный удар? Ну, то есть, а, ну, тут просто понимаете, в чем дело? Есть же очень много, это связано прежде всего с отголосками украинско-российского противостояния вот этого, что, мол, ну а что изменит ядерное оружие? Ну вот смотрите, Трамп, бог везде, на другом полушарии, лупит ядеркой по Ирану, надо понимать, что такое Иран, что это за местность, да, и открывает вообще ящик Пандоры с точки зрения применения этого вида вооружения. То есть мы понимаем, что последствия могут быть вообще как бы вергнуть весь регион в хаос. Собственно, на чаше весов такая очень неопределенная ситуация. Я просто не могу понять, почему вы думаете, что применение ядерного оружия сломает Иран? Ну вот в каком смысле сломает? Прямо физически. Применение ядерного оружия может сломать любую страну, которая не обладает таким же количеством ядерного оружия. То есть две страны, как минимум, по которым применение ядерного оружия их не сломает, а сломает весь остальной мир. Это Соединенные Штаты Америки, это Российская Федерация. Именно у этих стран такое количество ядерных боеголовок, да, и вооружений, которые могут, ну, с учетом всей ядерной триады, могут в 10 раз уничтожить нашу планету. Только эти две страны имеют оружие, которое могут применить по всему миру, и их это не сломает. Даже если применят по ним. Потому что, например, в той же Российской Федерации до сих пор осталась система периметра или мертвая рука еще Советского Союза, что даже если будет уничтожено центральное руководство, это, кстати, для очень интересная информация для размышления. Кто пишет, что Кремль сгорел, Путина уничтожили, и мы перемогли. Да? Это, кстати, тоже для того, чтобы подумать. Если даже центральное руководство будет, и командный пункт, и штабы уничтожены, и будет наземное вторжение, и зайдут в Москву, срабатывает автоматически система периметра. И ракеты стратегического характера, не тактического, летят по всем основным центром мира, начиная от Лондона, заканчивая Вашингтоном, да, Токио и другими городами и странами. Что касается применения ядерного оружия, почему я говорю, что это единственное, что могло бы сломать Иран в данном случае? Потому что сухопутную операцию американцы провести не могут. Нет у них контингента, который способен воевать на территории такой огромной страны, она масштаба большая, во-первых, и с огромным населением, свыше 90 миллионов человек, с возможностью сопротивления и с теократической системой власти. Это совсем другой мир. Нужно понимать, что теократические страны, да, там, где фанатики, например, управляют этими государствами, у них другие ценности, у них другие цели. Про гуманизм речи там не идет. Там не идет речь о том, что, ой, а меня ранят, а мне что-то выплатят, да, как, например, это в американской армии. Там каждый солдат застрахован. И там смерть американского солдата обходится государству огромных денег. В теократических странах смерть солдата – это высшее благо за защиту своих идей и ценностей. Это тоже система ценностей, которую американцы должны понимать. Дальше. Своих солдат они туда не могут направить. Во-первых, контингента мало. Во-вторых, вы представляете себе, какая мясорубка может начаться, да? А мы понимаем, что такое американская армия, первая армия в мире и прочее. Это все действует дистанционно. Первая, вторая, десятая дистанционно. Пока нет лобового столкновения, пока нет городских боев. Это не Абрековка шварит где-то. То есть пока не начинается полнейшее столкновение, да, именно на улице. Там уже первая ты армия или не первая, там работают немного другие парадигмы. Так вот, американцы своих туда не отправят. Плюс выборы, плюс представьте, какие настроения будут в американском обществе, которое и так не поддерживает эту войну. Мы же читаем официальное, публикуют социологические замеры. Значит что? Нужны какие-то другие силы, которые могут вторгнуться. Была такая сила, это курды. На них ставили ставку и был расчет. Что Трамп в итоге сказал? Курды украли наше оружие. Ну, это звучало смешно. Блин, я не знаю. Может быть, и действительно украли, но курды не пошли. То есть они не рискнули вторгнуться на территорию Ирана. Дальше стран вблизи Ирана, которые на это готовы пойти, в сухопутную операцию, нет.
бомбить страну, в которой все находится под землей, в том числе производство и командные штабы и пункты, уже после того, как были нанесены удары по Аятолле, по руководителям КСИР, тоже как-то не сильно с руки, да, там бункеры и прочее. Это можно делать 10 лет, эта история затянется. Там либо падишах, либо ишак, это уже такая история. Поэтому, чтобы уничтожить Иран, есть только одна возможность. Но теперь задаюсь вопросом, да, и всем задаю. А надо ли это Трамп? Ну, стоит ли у него задача экзистенциальной войны с Ираном, уничтожения этой страны, стереть с лица земли? Ну, конечно же, нет. Трамп коммерсант, Трамп бизнесмен. Трамп решил получить легкую победу, но, судя по всему, его подвела разведка и те планировщики, которые описывали, как это все будет происходить. Расчет был на то, с чего мы с вами начали, что они быстро, блицкригом нанесут удары, уничтожат главу государства, качнут публику иранскую, и туда зайдут еще курды, и все, и дело в шляпе. Красиво, да, гладко на бумаге, забыли про овраги. Не получилось. Дальше либо идти до конца, а здесь вы правы, это ящик Пандоры открывается. Ну, во-первых, один раз за всю историю человечества применяли ядерное оружие. Применяли американцы. Применяли по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Применяли не для того, чтобы уничтожить и сломить милитаристскую Японию. Там и так уже исход войны был понятен. Германия уже пала. Вот Советский Союз получил победу, да, Германия подписала капитуляцию. Вот американцы и все остальные уже понимали, что им дожать эту Японию ничего не стоит. И ядерное оружие применилось не для того, чтобы сломать милитаристскую Японию, потому что в войну уже вступал и Сталин. Был подписан договор между американцами, ну, между союзниками СССР, что Советский Союз тоже вступит в эту войну. И для того, чтобы сломить Японию, не надо было по мирным городам, подчеркиваю, да, применять тактическое ядерное оружие. Надо было показать Иосифу Виссарионовичу, да, что, собственно говоря, в Потсдаме президент Соединенных Штатов Америки делал, надо было показать, что вот что у нас есть. Вот именно для этого, для устрашения, для того, чтобы показать, что мы страна номер один, это применялось. Потому что на момент применения ядерного оружия по Хиросиме и Нагасаки этим ядерным оружием полноценно обладала только одна страна, которая применила. Сейчас нет такого смысла, потому что американцы, ну что они покажут? Что? Они обезумели в край, если они применят ядерное оружие. Что они в итоге получат? Они получат хаос. То есть они откроют сосуд Пандоры, из которого все гады повыползают, да, как в этом известном мифе. То есть будут сняты все запреты. И эти запреты снимут американцы. Они это прекрасно понимают. Как это имиджево ударит, это уже даже обсуждать не стоит. То есть я думаю, это тоже для всех понятно. Как Хорошо, этим воспользуются глобалисты и их конкуренты, и это понятно. Поэтому этого не будет. Хорошо, если этого не будет, а можно, чтобы победить и сломить только это, как вы утверждаете, то что тогда будет? А ничего, в этом-то и фишка, что они уже готовы подписать мирное соглашение. Не, война с Ираном будет идти, да, она будет потухать, разгораться, где-то через полгода опять отбомбятся, обменяются ответными ударами Иран с Израилем, да, иранцы могут нанести опять по какому-то вертолету или танкеру удар, американцы могут ответить, и эта война будет вот такой в полуактивной форме, в полуактивной фазе. Но что произошло сейчас? Вот самый цимис этой ситуации, да, то, что мы с чего начали и чем бы я хотел эту тему подытожить. Почему я сказал, что это экономическое противостояние? Потому что с точки зрения логики мы только что обсудили, что необходимо делать для того, чтобы поставить жирную точку. И это сейчас никто делать не будет. Но зачем они начали сейчас опять бомбить? Во-первых, это нефть. Во-первых, это рынки. Недавно опубликовали интереснейшую статистику, как семья многоуважаемого президента США заработала на фондовых рынках за его каденцию. И там публикуют только, это то, что мы знаем, это напрямую заработали 2 с чем-то миллиарда. Заработано именно на скачках, на колебании там, рынка, фьючерсов и прочего. Это только официально. Представьте, сколько компаний, которые как-то аффилированы с семьей, не напрямую и юридически не связаны. Какие бабки там крутятся. И сейчас, когда
опять отбомбились, и опять риторика Трампа, после того, как он сказал Израилю: не вздумайте, он Нетаньяху сказал: ты не вздумай, ты один на один останешься с Ираном. Ну, подумаешь, нанесли по тебе удар. Там ж ничего не случилось. Ну, что это за риторика? В смысле ничего не случилось? Ты еще месяц назад кричал: не дай бог, одна ракета полетит там в сторону американских баз или в сторону Израиля. А сейчас ты говоришь: ну, подумаешь, ну, какой-то удар. Ну, что здесь страшного такого, что это первый раз по вам удар наносит? Ну, давайте как-то тихо успокоимся и никаких мер предпринимать не будем. А тут вертолет сбили, понимаете ли, и после этого Трамп опять всех будет мочить, как он сказал. Только посмотрите, что происходит с рынком. Когда все пошло на переговоры, когда Трамп объявил, запретил Израилю вести боевые действия с Ираном, даже запретил вести боевые действия на территории Ливана, вот сразу же стоимость ушла вниз, то есть как бы произошла стабилизация рынка. Как только произошел этот инцидент с вертолетами с ответом американцев, автоматически на $2,63 поднялась стоимость нефти марки Brent. То есть вроде как, вот когда я говорю, что такое $2,63, это ни о чем, это ни о чем. Это если просто если ты машину заправляешь. А если ты играешь на фондовом рынке, если ты туда миллиарды загрузил, ну подумайте, насколько они подняли. То есть, по сути, сейчас происходят вот эти вот качели, я более чем уверен, ради заработка. Они еще немного бузят друг на друга. Потом опять скажу: давайте подписывать сделку. И как бы ни критиковали, как бы там Такер не выступал и сказал, что Трамп 38 раз назвал сделку и не смог ее подписать, значит, он не умеет ничего подписывать. Все это не имеет ничего общего с действительностью. Трамп не сумасшедший. Он бизнесмен. То есть он на этом зарабатывает большие деньги. И он выбрал свою стратегию поведения. Для него куда важно накопление капитала, вот, организация благосостояния своей семьи и организация благосостояния того бизнеса, крупного бизнеса, который его поддерживает, да и организация благосостояния ВПК. Потому что, чтобы победить на выборах, вот, в капиталистических странах, в первую очередь нужно понравиться не избирателям. Нужно понравиться тем, кто сильнее тебя и богаче тебя. Вот это он и делает. Хорошо. Но тогда как все-таки главный момент это все будет отражаться на Украине? Сегодня прошла новость о том, что нет патриотов. И очередь длинная, вот это, ну, там, за снарядами, ракетами, противоракетами, да, то есть, ну, она как бы вообще непонятно, кому дадут, кому... Люди уже заплатили деньги, ничего страшного, подождете, страны все подождут, потому что США должны свое ПВО для себя сначала, правительство принимает решение, а не Lockheed Martin, ну, условно, вот так прям написали и сказали: сори, как говорится, just business тут не канает, тут национальные интересы США. Зеленский требует, говорит, ну, это давно, кстати, эта риторика идет, сейчас она выходит на какой-то новый уровень, говорит: дайте лицензию, я буду сам производить. И в 2 раза, ну, круче, вот Фламиндич не даст соврать, то есть вчера пролетело 4 ракеты, сбили россияне, отрапортовали, ну, какие-то, понятно, прилетели, видели их все в Чебоксарах, эти ракеты. И, ну, он говорит: смотрите, ну, то есть мы сами можем делать, дайте лицензию. И вот там чудо, да, на самом деле все же очень просто. Это, это банальная история. Вот этот фламинго, все уже рассекретили эту британскую, она там британская, саудовская, короче, арабская, в общем, такая совместная. Все видели эту ракету, все прекрасно понимают, что они просто берут эту ракету, может, из того, что делают, это только делают из какого-нибудь там плексиглаза или какого-то, полиуретана, да, какой-то делают корпус, оснащение, то есть ничего там принципиально нового нет, просто что удешевляют. Ну, то есть, как вот помните, раньше была шутка, что типа китайское, все китайское, там, некачественное. Потом немножко это все изменилось, потому что есть разный Китай. Так вот, мы хотим быть вот тем китайским, как из тех, скажем так, лет. Да? Вот китайское оружие, вот такое. Китайско-украинский вариант в плане китайской не страны, а формы удешевления. Параллельно с этим ведутся с европейцами очень интересные баталии. Там Евротройка ждет Трампа, чтобы он приехал на Г7, и там будут его окучивать. Значит, выставили определенные условия, надо сильнее бить, давить на Россию, и, мол, сейчас Трамп приедет, и это как бы должно ему понравиться, вот эта стратегия. Понравится или нет? Дадут ли лицензию на Патриот? И, ну, давайте так, когда
вот опять-таки все очень громко кричат, вот эти все там похлопывают друг друга по плечу в Лондоне на крылечке, по 15 раз улыбаются друг другу, здороваются, прощаются, а потом опять здороваются. Вот это все в таком вообще непонятном настроении. Точно как вот ложечки, помните, там белый порошочек, ложечки, какие-то салфетки в Укрзалезнице. Ну вот так как-то вообще не поняли, никто не понял этого настроения, как они вышли, вот Е3 и Зеленский, как они вышли на крыльцо в Британии, резиденции Стармера. Но параллельно с этим, тихо, без прессы, причем подчеркнуто без прессы, послы США, Франции и Британии отправились к заму Лаврова сегодня. Зашли, что там говорят, да, поговорили, вышли. Не послали. Никаких комментариев. То есть мы понимаем, что есть вот публичный театр, хотел сказать публичный дом, да, но это публичный театр, а есть реальные дела и реальные вопросы, которые пытаются решить за закрытыми дверьми. И это в такой-то какой-то момент, да, достаточно серьезного обострения по Украине. Что думаете по поводу оружейных претензий, политических претензий европейцев и Зеленского? Вы упомянули Китай. Вот. Украина при Зеленском действительно может стать Китаем до реформ Дэн Сяопина. То есть в самый сложный период Китая, когда Китай был отсталый аграрным государством, вот, требовал дотаций, когда люди не могли себя прокормить, не имели не то что технологий. Я сейчас не в обиду, это действительно история. Сейчас это великая держава. Вот, но еще больше, чем полвека назад, ну, больше уже, да, чем полвека, вот, во многих провинциях Китая воробьев палками сбивали над полями, чтобы они рис не ели. Ну, в прямом смысле слова, просто палками махали, воробьи уставали, падали, да, в кого попало, а кто просто упал. Вот, собственно говоря, Украина движется именно в сторону этого Китая. Не в сторону технологически развитого Китая, не в сторону Китая, который умеет строить не только оружие, шить одежду, но дома и ракеты и прочее производить. В сторону этого Китая, чтобы идти, нам необходимо полностью менять концепцию подхода в государстве. Для этого, разумеется, власть должна быть с другим мышлением, да? Не с мышлением лавочника, галантерейщика. То, что сейчас происходит, вот эти все ракеты, да, заявления, которые звучат, что вот дайте нам Патриот. Я вообще не могу понять, там же заявили, Financial Times написали, что Украина альтернативу уже создала. Firepoint произвели альтернативу Патриот, успешно испытывают. Зачем ты ходишь по миру, просишь тогда, если у тебя уже есть альтернатива? Или они просто весь мир за дураков считают. То есть они пытаются поднять капитализацию своей компании в этой Firepoint, аффилированной с Зеленским, для того, чтобы после окончания войны Зеленский где-то сидел на парижских пагорбах, да, попивал соки и был владельцем и руководителем транснациональной военно-промышленной корпорации. Вот, собственно говоря, он себя в будущем именно таким видит. Да, под влиянием там BlackRock и прочих, вот, но он будет величиной, он будет руководить такой компанией. Вот они сейчас пытаются для этого создать всю почву и фундамент. Но на самом деле, что такое Firepoint? Это колосс на глиняных ногах. То есть без помощи европейских технологов, без помощи по поставкам комплектующим, по мозгам, в смысле ракет, дронов и прочего, они произвести, ну, корпус могут, я думаю, да. Все остальное – это все кооперация с определенными компаниями. Нет конструкторского бюро, которое необходимо для производства. И есть попытки у гендиректора, да, Моторсичи Богуслаева, который до сих пор находится в застенках, пожилой человек, выбить те разработки, которые были созданы конструкторским бюро, и которые потом можно либо продать, либо применить в своем Firepoint. Эти попытки сейчас ведутся. Они делают на это ставку. С точки зрения бизнеса ставка вполне логична, потому что шестой техуклад, беспилотные системы и IT-аппараты – это будущее боевых действий, роботизация армии и прочее. То есть это все будущее. Ставка правильная. С точки зрения государства и нас, как граждан Украины, но мы прекрасно понимаем, что он пиарится на войне, вместо того, чтобы прекращать войну и пытаться найти точки соприкосновения, искать компромиссы, подписывать мирное соглашение, соглашаться с Трампом.
вместо того, чтобы соглашаться с Трампом, он пытается дальше капитализировать компанию. То есть вот какая цель и задача стоит. И все эти фламингичи, все эти дроны. Сегодня, кстати, в Украине официально введен День дроновода. Сегодня новый государственный праздник. Вот. Все эти вещи, да, это, во-первых, издевка и насмешка над теми же украинскими солдатами, да, которых отлавливают и на фронт, на убой отправляют. А во-вторых, это очень, я бы даже сказал, мерзкое, циничное отношение к боевым действиям, которые происходят на территории страны. Ведь они прекрасно понимают, что когда они капитализируют и пытаются понты гонять, Трамп, ну, он им скажет: вы же создали альтернативу. Какие патриоты? Зачем? У вас лучше. Может, вам еще САД передать, который американцы никому не передают, да? Зачем вам это? У вас свое есть. Все. Небо закрывайте. Вот можете с европейцами поговорить. У них там какие-то остатки есть, пускай они вам передадут. Вы же самые сильные. Он же письмо Трампу писал, в котором описывал, как он потужно, героически сражается. Но если ты такой мощный тип, так зачем тебе помощь? Знаете, когда-то во время Вьетнамской войны была история такая, ну, правда, она не подтверждена фактами, да, а-ля на слухах очевидцев она зафиксирована, как воспоминания отдельных лиц, которые так или иначе присутствовали в Кремле тогда при решении вопросов, что когда вьетнамцы, которым Советский Союз помогал, они решили пропаганду запустить, что на самом деле это наши женщины стреляют по американским самолетам из 3 линеек и сбивают их. Это не советские там ПВОшники, это наши женщины. На что тогда генсек Советского Союза сказал: так может им, ну, вместо ПВО поставить 3-линейки, пускай они стреляют по самолетам. Вот есть у меня ощущение, что подобная история может быть и когда Трампу они выкатят какой у них гениальный фаерпоинт. То сказать: ну, ребят, тогда занимайтесь, у вас все есть. Чего вы тогда не побеждаете? Побеждайте, идите, захватывайте Москву. Или что вы там хотели захватывать? Идите, у вас же есть такие возможности. Будут договариваться европейцы с Москвой? Я имею в виду реально договариваться. Не вот это вот все, то, что мы наблюдаем сейчас, а что эмоциями пропитано разными, там, Зеленский, вот это все, скажем так, колесит, путешествует. Ну, ведь, смотрите, на фоне всего этого, там, ну, витка эскалации, президент Эстонии четко говорит: вот окно возможностей летом все закончить. Ну, окно возможностей действительно есть, но это окно возможностей отнюдь не открывается со стороны Европы. Оно открывается со стороны Соединенных Штатов Америки, именно администрации Трампа. Вот. И именно администрация Трампа и аффилированные с ним люди ведут переговоры с Российской Федерацией не только по украинским вопросам, а по восстановлению и углублению сотрудничества, что они прописали в стратегии по национальной безопасности. Потому что там и экономические вопросы, там и логистические вопросы, Северный морской путь, там и кооперация, там и поставка композитов и прочее. В общем, там очень много своих тем, которые им необходимо возобновить. Но для этого, в первую очередь, необходимо решить вопрос с Украиной. Кому невыгодно сейчас решать вопрос с Украиной? Есть одна маленькая, но очень гордая страна, которая до недавно еще была владелицей всех морей и колоний. Это Британия. Именно эта страна после потери своего статуса, а она статус потеряла, я напомню, после Второй мировой войны, то есть она перестала быть влиятельной империей по всему миру, хоть и сохранила отчасти колониальный порядок, не везде понятно, но тем не менее она его сохраняла. И вот, кстати, тоже очень много преступлений было в 40-е годы совершено со стороны Британии, а в особенности на территории Индии, которая была именно колония Британии. Вот, и если мы вспомним там голод, который был в Индии, сейчас об этом не принято говорить, но это официальные данные, около 3 миллионов человек погибло. По официальной версии это все японцы нападали, а по неофициальной версии, по данным исследовательских институтов и, кстати, британских журналистов, приложили к этому руку свою именно британцы, изымая продовольствие, изымая лодки и прочее в целях безопасности. 3 миллиона человек. И мы не слышим об этом, и об этом не принято вспоминать. Это было буквально недавно, это было в 40-х годах прошлого века. Так вот, это государство хочет восстановить свой статус. Для того, чтобы восстановить свой статус, да, самостоятельно оно действовать не может. Есть, конечно, организации, там, страны британского содружества, но есть и Европейский
Европейский Союз как некий механизм, на который Британия опирается и создает геополитический центр влияния. Вы же заметьте, Британия не член Европейского Союза, но именно с Лондона диктуются основные темы и вопросы, которые Европа берет под козырек и воплощает. То есть Европа – это механизм в руках Британии. Британия прямо заявила, что подписание мира с Россией со стороны Украины в ближайший год – это угроза национальной безопасности Британии. Это сказал премьер-министр Стармер, официальное лицо. Это не какой-то журналист или политолог сказал. Официальное лицо Британии об этом сказал. Почему они так говорят? По очень простой причине. Они прекрасно понимают, что если конфликт этот закончится на территории нашей страны, будет подписано мирное соглашение. Во-первых, это в копилку Трампа, очень большой бонус, укрепление его власти. Во-вторых, это разобьет напрочь ту склейку, ту сцепку, которая сейчас держит вокруг Британии Европейский Союз. Это разобьет вообще концепцию идеологическую, которая объясняет экономические действия европейских стран, почему страны Европы должны отказаться от модели социального государства и перенаправить деньги на безопасность. Именно по этой причине говорят, что к 30-му году начнется война с Россией. Поэтому и Украина форпост, как они сказали, до последнего украинцев, это просто вдуматься надо, об этом британцы говорят. Мне кажется, после этого у нормального человека, да, к Британии, ну, мягко говоря, должно отторжение возникнуть, да, до рвоты, когда тебе говорят, что твой народ должен погибнуть и бороться до последнего человека. А вы не хотите, британцы сами, может быть, бороться до последнего британца? Так я вам напомню и для зрителей, что во время Второй мировой войны в британской армии было 2,5 миллиона жителей Индии, а не британцев. Они даже тогда, когда вопрос был экзистенциального характера, что страны может не стать, вот, хотя много есть размышлений на этот повод, что там Британия и была спонсором, да, и она из Германии очень близко работала. Тема не нашего нынешнего разговора, потом можем разобрать. Но даже тогда они воевали преимущественно не своими руками. Вот и не сейчас это дело. Тогда было до последнего индуса, да, а сейчас до последнего украинца. Вот что они хотят делать. Именно по этой причине я не верю сейчас ни в какие инициативы, которые происходят со стороны именно Европейского Союза. Если бы эти инициативы происходили отдельно от национальных государств, от национальных правительств, там, где поменялась власть, а скоро она, кстати, может поменяться на протекционистскую, то есть на правые политические силы, которые в Европе придут, вот тогда я поверю, что у них есть какие-то мирные инициативы. И они действительно хотят, чтобы этот конфликт погас и заниматься дальше экономическим и социальным развитием своего государства. Но пока глобалисты управляют этой надгосударственной структурой, они используют Европейский Союз для того, чтобы зарабатывать деньги и укреплять геополитический центр во главе с Британией, в противовес в первую очередь не России и не Китая, а именно Соединенным Штатам. Александр, сейчас странно как-то все выглядит. Нам рассказывают потужники о том, что перелом в войне теперь на стороне Украины, инициатива, все там, преимущество, удары по Крыму на фоне, скажем так, ударов в том числе и по ЖД, да, в том числе и по мостам, которые там, путепроводам, мостам, которые ведут к Крыму через сухопутный коридор. Вот этот весь комплекс, нам говорят, что вот-вот-вот чуть ли там не Зеленский сухопутную операцию будет довести, или десантную операцию, или, в общем, прям физически должен зайти в Крым. Вчера ударили по музею Панораме в Севастополе, защитников Севастополя, все сразу как бы считали четко и понятно, что, такие же классные же точные дроны, это, видимо, как-то специально, да, аллюзия на вот ту войну, которую там британцы, кстати, и французы проиграли тогда, и вот все говорят, что вот сейчас что-то произойдет. Но это как вот одна сторона медали, а с другой какая-то ужасная правда просачивается из Константиновки, из Сумской области, эвакуация Краматорска и поле боя, где, казалось бы, все должно остановиться, ничего себе, перерезали логистику в Луганской, в Донецкой, в Запорожской, в Херсонской областях. Все же должно быть сейчас на подсосе российская передовая, потому что нет
бензина, нет там движений каких-то боеприпасов, продовольствия и всего остального, там, дронов тех же, их тоже надо привезти, понимаете? Но мы видим абсолютно другую вот эту историю. И все говорят, не-не-не, это вот не для того, чтобы переломить, это чтобы как бы остановить, собственно, российскую армию на тех позициях, где мы стоим. Но что-то как-то не останавливается, да, на отдельных участках фронта так вообще. Выходит, вы упомянули про силы беспилотных систем, действительно первый раз такой праздник. Ну, знаете, ну от чего? Такое ощущение, что торопился куда-то Зеленский, потому что он там буквально 2 дня назад объявил об этом, подписал вчера этот закон о том, что такой праздник есть. И сейчас вот Мадяр выходит на фоне Родины Может, Матери. это как хотелось, слишком повода не было, нет? Ну, непонятно, почему именно вот так быстро они его учредили, чтоб, видимо, Мадяр вышел и на фоне Родины Матери с украинским трезубцем и флага Украины рассказывал, что они за год уничтожили там 300 тысяч плюс, это санитарные потери, короче, выведенные убитыми и ранеными вывели из строя, только их силы беспилотных систем, поэтому, мол, смотрите, там это столько-то 40 там Лужников, это такая-то там дорога, то есть он, ну, как это, подал эту информацию через какие-то, чтобы наглядные примеры были у людей. Красивый, собственно, в парадной форме сил беспилотных систем рапортуют. Чего здесь больше, эффектности или эффективности? И, ну, а за кем поле боя? Ну, мне кажется, он преуменьшает, что там 300 тысяч. Я думаю, что вся группировка, которая на ЛБС находится, она так или иначе либо санитарные потери, либо живые потери, а там 800 или 900 тысяч. У него цифры неправильные. Ну, я, в принципе, считаю, что все очень логично и здраво, ведь уже завтра или сегодня уже Миша Подоляк, я думаю, в Ялте находится, пьет кофе, вот на набережной фотографируется вместе с Зеленским и со всеми остальными. А Путин переехал с Кремля уже даже не на Валдай, а вглубь Сибири, и там у него есть бункер очередной, и он там ожидает, что прилетят фламинго ракеты, да, и другие дроны Мадьяра. Ну, Россия развалилась, все практически, можно ставить крест на этом всем. Вот такая вот реальность, да, в голове у Мадьяра и в голове у Зеленского. Вот. Праздник, да, вот они устроили себе очередной праздник. Ну, праздник на костях. Сколько людей гибнет, вот, сколько несет потери гражданское население, какие разрушения. Что праздновать-то, у меня вопрос. Вы что праздновать собрались? У вас все в порядке настолько, что вам праздника не хватает очередного? Или вам повода не хватает, чтобы вмазать? Вот такой праздник вы себе решили сделать, да, когда вы правильно подметили? Должно же, наверное, 2 плюс 2 как-то в голове складываться, да? Вот, ну ладно, в 5, ну надо же совесть иметь, но если вы объявляете, я напомню, принудительную эвакуацию, не просто говорите, как в некоторых городах, что, ну, уважаемые жители, вам бы лучше переехать, да, временно. Вот вы принудительно, это значит, что приезжают автобусы, это значит, что ходят люди, собирают людей, чтобы нужно эвакуироваться. С Краматорска и Славянска принудительная эвакуация. И на фоне этого они говорят, что переломный момент и лучший период за всю историю войны. Ну что это, как не больница Павлова в городе Киев? Вот как это можно по-другому оценить? Вы кого идиотами считаете, когда такую дичь заявляете? Когда этот Мадьяр, да, говорит о том, что 1 000 000 целей они поразили. Простите, каких 1 000 000 целей вы поразили? Да, конечно же, беспилотники, которые запускает вооруженные силы Украины, они достигают НПЗ в России, они бьют по логистике, они наносят ущерб, конечно, мы это все видим. Только дурак будет это отрицать. Но какие 1 000 000 целей? Ты о чем? Вопрос. То есть, ну, вы, ребят, ну, это пропаганда, да, я знаю даже, по какому методу она работает. Когда 1000 голов говорит, значит, это правда. Нам же уже рассказывали недавно, да? Мне нужно, как у Геббельса. Ну, так именно Геббельс таки говорил, надо в 10 раз преувеличивать, в 20 раз преувеличивать. Только обычный украинец, которого в Хмельницком с квартиры с 1-го этажа достали эти негодяи, переодетые по гражданке, или которого в Киеве вчера дубасили ногами, вытащили с машины, благо мужики и женщины отбили его. Или другие в других городах, они что видят,
что если перелом войны, то, наверное, все происходит по-другому. Наверное, есть какое-то продвижение и прочее. Где у вас перелом войны? В бабках? Да, наверное, перелом войны. Капитализация, вывод денег. Здесь вопросов никаких нет. Здесь 100% прав. И Зеленский, и Мадяр очень богатые люди. Очень богатые. Не Мадяр, а этот Мадяр. Прошу прощения. Мадяр, в принципе, тоже может вполне быть богатым человеком. Вот премьер-министр как-никак. Ну вот это люди, которые... по ним видно, что они получают удовольствие от того, что они делают. Вот. И неважно, какая эффективность, как вы подметили, здесь важен эффект. И этот эффект они создают. Что касается практики, то на практике мы видим, что происходит на линии фронта. Опять, я зрителям говорю, не хотите слушать слова, карты онлайн открывайте, друзья, там все нарисовано. Там все в режиме онлайн публикуется. Где какие передвижения войск. Кому интересно, это все можно увидеть. И переломного момента контрнаступа там нет. Более того, уже был контрнаступ в 23 году. Уже дошли до Мелитополя, дошли куда там, до Бердянска дошли и дошли до Крыма. Я же говорю, Миша уже выпил кофе. Так он Смотрите, повторно поел. Миша выпил кофе, Аннушка разлила масло, понимаете? Тут, Ну да. тут такой момент. Но ведь насколько надо быть, ну, пребывать в своей реальности, что вот я читал реакцию вчера на новости. Они на Обуховской трассе сняли звезду с стелы «Киев, город-герой». А реакции какие? Так а что там до сих пор звезда? Ну, типа, столько всего уже всех, понимаете, поснимали, позбивали, а до сих пор звезда там была. Ну, там как? Там звезда изображена в виде ордена. Ну, как звезда героя. Ну, то есть, это только воспаленный мозг может понять, что это советская звезда. Нет, понятно, что Киев, город-герой, это как бы статус Советского Союза, советского времени, безусловно. Но буквы оставили, а звезду эту, как в виде ордена, убрали. Сейчас там, конечно, дорисовывают звезду Давида туда, понимаете, в искусственном интеллекте. Ну, люди как бы видят, куда все идет и как это все, как это все руководится. Но это как бы не тема нашего разговора. Опять-таки, а вот если вот так пошутить, это уже статья за антисемитизм или еще нет? Тут тоже возникают вопросы. Потому что абсолютно внутри правила какого-то, ну вот как рабы на галерах украинцы. Центр, Крещатик, Майдан, похоронная процессия. Ведущий церемонии прощания, траурной церемонии, кричит мужику, типа, я сказал, ну, матом стоять, дятел, ты будешь следующим, и все замирают, стоят, машины останавливаются, ну как же, прощаются же с героем. И хамское поведение от этого, скажем так, ну, публичное, в центре, ну это уже было и не раз. Мне даже кажется, что один и тот же, ну, судя по голосу, которые там были подобные случаи. Так а это же вот оно лицо вот этого геройства. Вот лицо вот этого героизма, да, потужничания Зеленского. Как вы можете прокомментировать эти моменты? И, наверное, самый главный вопрос. А получается, что раз это все есть, и оно продолжается и набирает обороты, ну, вот эти звезды сбиваются, дятлами с матючком на всю площадь, все стали в 9 утра, потому что, ну как же, это такой ритуал вот у этой секты, понимаете, у всех на свете. Ну, люди, получается, с этим согласны. Ну, люди не сопротивляются, никто никак ничего. Ну, то есть все нормально. Вот с таким порядком вещей и с таким подходом к этой войне. Знаете, один из святых, право забыл, кто писал, да, что настанут времена, когда придут 9 больных к одному здоровому и скажут, что ты болен, потому что ты не такой, как мы. Так вот, я хочу здесь обратить внимание на то, что именно 9 больных ходят. Здоровые не ходят к больным и не говорят, что вы больные, вам надо лечиться. А 9 больных ходят. Булгаков не устраивает. Снести им перец
Он же уже не декоммунизировать как-то Булгакова не сильно получится, да, потому что он вроде как не был сторонником Компартии, вообще был критиком, был за белое движение. И, в общем, по воле судьбы только Иосифа Виссарионовича этот человек ставил определенный период спектакля и вообще жил в Советском Союзе. Значит, там критики его пытались размазать, писали «ударим по булгаковщине», да, и по прочему. Вот. Здесь не подкопаешься. Ну, блин, он же был против украинизации. Против украинизации он выступал. Булгаков в своих работах писал, да, он говорил, что если в Киеве аптеку переименовать на аптеку, то она лучше работать не станет. И он говорил, что столько улиц, да, переименовано, что уже киевляне не знают, где они живут. Это говорил Булгаков про украинизацию, которую проводили при Владимире Ильиче Ленине. Не при Петлюре, не при Бандере и даже не при Мельнике, чьи пособники, да, управляли в свое время в оккупационной администрации, работали. Вот когда немцы захватили Киев. Вот. А именно при Ленине проводилась украинизация. Булгаков был против. В общем, нашли повод, чтобы снести великого мастера, да, и сказать, что к украинской истории и культуре это не имеет никакого отношения, потому что кто он такой, он русифікований, якийсь той мускалик, який народився в Киеве, що з нього взяти. У нас есть свои. Кто свои? Вот у меня вопрос. Если вы отказываетесь от человека, чьи произведения переведены на 46 языков мира, 46 языков мира «Мастер и Маргарита» переведена, не надо вам такой писатель? Значит, не надо. Значит, не ваш. Хорошо. Вот. Не ваш это я не говорю про Киев и про Украину. Я говорю про тех, кому не надо. Вот. Киев – город-герой. То есть Киев, который в кровопролитных битвах был во время Великой Отечественной войны. Город-герой. Вам не надо город-герой. Снимайте. Снимайте. Зачем? Потому что те, которые приехали туда жить, ничего общего с этим не имеют. Киев освобождал не Мельник. Киев освобождали от мельников. От таких, как Мельник. И освобождал Ватутин, чью могилу они осквернили. И неоднократно пытались это сделать, потому что похоронен он был в Мариинском парке прямо возле Верховной Рады Украины. И это была могила, а не памятник, если кто не знал об этом. Вот. Это тоже плохо, это не надо. Кожедуб и другие – это тоже плохо. Это не их история. Их история заканчивается 4 фамилиями, простите, 5. Это Бандера, это Шухевич, это Мельник, это Коновалец, это Петлюра. Все остальные, они... простите, нафиг не нужны. Зачем? Это засоряет лишнюю информацией голову. Тем более, герой какой? Киев – советский город-герой, да? В Советском же Союзе был. Вот и все. Надо отказываться. То что таке могли пити баварське? Вот такие мысли у некоторых идиотов в голове возникают. Только если бы они историю учили, если бы они общались с своими поколениями предыдущими, да, не все, я имею в виду те, которые от Мельника произошли, да, и пошли, и от прочих, они-то общались. Я имею в виду те люди, которые, просто в меру, не знаю, необразованности, может быть, неинтересно им было, в меру возраста, с бабушками, с дедушками не пообщались, не узнали, что происходило, как действовали, да, те же мельниковцы и в Бабьем Яру как действовали. Это же исторический факт. То есть это искоренить нельзя. Кто такая Олена Телига, если бы тоже пообщались и узнали бы, почитали, где она против кого боролась, тоже большая интересная тема. И прочее. Что сделал Петлюра, которая... улица, да, напротив памятника Щорса, которому копыта коню отбили тоже, потому что не смогли дальше залезть. Вот, как Петлюра готов был отдать полякам Западную Украину, чтобы властвовать в Киеве. Он подписал соглашение. Поляки ему дали армию. Он сказал, что он Польша отдаст Западную Украину. Хлопцы, то что ж такое таки? Получается, что вы, которые, например, там за Західну Украину, за ценности, за то, вы в один же момент исповедуете ценности Бандеры, вот, и Петлюры. То есть Бандера ненавидел поляков и хотел, да, чтобы лучше с немцами, но не с поляками. Вот и там Західна Украина. А Петлюра подписывал с поляками соглашение, чтобы царствовать в Киеве и отдать полякам Западную Украину. Это как это в голове вот эти вот вещи складываются? Или почитать Мельника и Петлюру одновременно. Или же, как Зеленский, ходить к деду на могилу и потом перезахоранивать Мельника.
Так их Ну, бьют, это, понимаете, этим. Бьют. это клиника Павлова. Бьют, рублем бьют. Вот сейчас, например, вроде с Мадяром порешали, он не будет перечить, чтобы 6,6 миллиардов выделили. А поляки, ну, вовсю и разгорается дискуссия, перечить будут. Нет, быстро-быстро опровергли, конечно, что Зеленский теперь через Жешув не летает, потому что назвал имени героев УПА одно из подразделений. Ну, это, мол, просто так получилось, что теперь борт его в Кишиневе стоит, да, то есть оттуда он теперь летает. Совпадение. Но вовсю на местном уровне. Вы понимаете, как все происходит? В Винницкой области, да, есть городишко, город побратим в Польше. Они оттуда старье, рухлядь. Вот мы про Патриоты сегодня говорили, с какой гордостью рассказывал Тихий, спикер МИД, о том, что они чуть-чуть до просрочки снаряды, которые надо, по идее, разбирать, утилизировать, подрывать, ну, вот эти ПАК-3, там, для Патриотов, ПАК-2, они их забрали себе, купили, потому что, в общем, долго не залежаться в Украине, поэтому, смотрите, чуть-чуть Патриотов есть. Потужно. Вот точно так же старье, хлам, который надо списывать, резать, утилизировать, они покупают в Польше, да, привозят, город-побратим из Польши привозят в Винницкую область, и тут, в общем-то, пользуются автобусами. А те давать не захотели. Говорит, а что это наши автобусы будут ездить по улице Степана Бандеры? Что это вдруг? И потом началось, понимаете? Так выкрутило, знаете, куда? А давайте переименуем улицу Степана Бандеры, чтобы дали автобусы. То есть, я, конечно, когда вот это... Что ж це коїться? Батька продали? Не, я как-то читаю вот эту историю, продолжение, то есть, этой истории. Это реально звучат такие предложения, в смысле, давайте переименуем, 40 автобусов для там какого-нибудь райцентра, это же все-таки, простите, это нормальные бабки, это нормальный прикуп. Знал бы прикуп, как говорится, в Виннице жил бы вряд ли. И они вот все на полном серьезе. И Польша говорит, мы 6,6 миллиардов не одобрим. Зеленскому же что нужно? Вскочить в ЕС. Хоть членом, хоть получленом, хоть многочленом, хоть каким-нибудь любым образом. Но вот чтобы вписать это в мирное соглашение, чтобы быть победителем. Да, убили кучу народу, да, все разбили, да, вот это демография, да, вот это все там армия, могилы, там начнет вскрываться правда про начало войны. Но мы же сейчас в ЕС, скажет Зеленский, и все такие, конечно, батька наш Зеленский. И никто его не собьет с пьедестала истории. Вот такой расчет. А поляки говорят, не, какие герои УПА? Мы денег не дадим. Плюс на общих основаниях. Вступайте в ЕС на общих основаниях. У нас там Балканы ждут, турки вообще ждут 30 лет, даже больше. Тем не менее. Да, туркам уже там не надо даже. Да. Уже все, уже там свои союзы. Но тут дело не в этом. Тут дело в том, что на общих основаниях после такой войны ты в мирное плюс-минус жирное время, период такой был по ресурсам, по энергетике, когда все было нормально, по рынкам, ты в жирное время не мог вступить в Европейский Союз, а сейчас голым и боссом. Поэтому вот вам и отношения. Казалось бы, а с чего все начиналось? Просто название одного подразделения. Мне вот вопрос самый главный. Зеленский же это понимает. Неужели... мы так вот шутим с вами там саркастически, там глупые, там неучи, вот это все. Но он же должен это понимать. Это же элементарно, это не бедом Ньютона. Честно, это новость насчет того, что давайте переименуем проспект Бандеры, чтобы 40 автобусов получить. Это идеология сейчас. То есть, мне кажется, это прям ядро. Это то, что нужно записать и запомнить. Вот лицо нынешнего патриота, да, во власти. Вот мы за Бандеру, говорит, порвем, да, рубаху рвать буду за Бандеру кого угодно. Но если бабок дадите, то и забирайте этого Бандеру. Нафиг нам он нужен, получается. 40 автобусов. А что с Бандерой? Бандерой сыт не будешь, да? 40 автобусов. Потужно как. Красавцы. Вот просто я им аплодирую. Мне кажется, что когда поляки
им предложат на государственном уровне, что мы не будем блокировать ваши инициативы, только вы должны официально признать Бандеру, Шухевича, Коновальца, Мельника преступниками, вот, и отказаться от улиц, памятников, и снести памятник во Львове. Если они предложат, эти согласятся. Вот это комедия будет. Просто это будет, это хохма такая, что вот, ребята, вот вам идейные борцы за денежные знаки. Вот вам Бандера, а вот вам бабки. То есть, и что перевесит на веса. Но это всегда было понятно. Просто такие явные признаки, что, казалось бы, самому, да, который там глухо в головном уборе сидит в танке, уже кажется, не буквально в танке, а в смысле фигурально, должен понять, что если за 40 автобусов они готовы отказаться, да, то что ж будет, если эти не 40, а 400 предложат? А если еще и не автобусов, а самолетов предложат, да? Условно говоря, что ж тогда? Тогда не только от Бандеры, тогда и страну переименовать, получается, можно, да, в чего угодно. Вот логика, вот, так сказать, тем, чем руководствуется действующая власть и профессиональный патриот. Это же отдельная каста, профессиональный патриотизм. Это комедия. Я эту комедию наблюдал с 2014 года. И с 2014 года публично говорю, что, ребята, вам впаривают такую дичь, они сами в это не верят. Они вам за мову армию веру, а сами на пленках на русском языке разговаривают. Дома у Порошенко дети, и он с ними на русском говорил. Его сын, если вы вспомните, на концерте репера такого, Фейс вроде, да, Фейс, когда год 19 или 18, еще перед выборами, Порох еще президентом был, кричал «Русские в Лондоне». Это когда Петр Алексеевич гетьманом Севучевым был, да, и там ни пяди земли не сдаст. Казалось бы, ребят, люди, откройте глаза, это ж уже явно все. Но все равно есть та часть людей, которые не видят. А сейчас вот от эмоций хочу к практике перейти. Вот и задать такой вопрос публично. Поляки заметили только батальон имени Героев УПА, когда Дуда приезжал и выступал в Верховной Раде, буквально целовал Зеленского, обнимал. Он не проезжал по бывшему Московскому мосту, который переходит, не Московский, а как там Південний сейчас называется, в Киеве возле Оболонской набережной, который плавно переходит в проспект Бандеры. Он там случайно не ехал? Или он не ехал там, где улицы Шухевича были? Он это все не проезжал? Или він чарівний Львів, а не проезжав, там, где памятник Бандере стоит. И уже столько лет, что я уже не помню, в каком году его там воздвигли. Вот они этого не видели? Они не видели черно-красные флаги, которые развешаны по всей стране? Разве это только сейчас произошло? Нет, конечно, поляки это видели. Но тогда другой концепт был, другая конструкция. Тогда они понимали, что нужно закрыть глаза на все это и действовать воедино, потому что есть на то воля объединенной западной элиты. А вот когда элита уже не объединенная западная, когда конфликт внутри западной элиты именно в метрополиях находится, вот тогда у поляков ручки-то развязываются. И они начинают замечать, вы переименовали, понятно, сейчас мы вам устроим. Понятно, что Зеленский сейчас, заднюю сдавать не будет. Потому что если он сейчас откажется от этой идеи Бандеры, Шухевича, Коновальца, Мельника, тогда его не поймет другая часть, которую он разогревал и подогревал. Потому что очень быстро, это у профессиональных патриотов происходит так, что мозги переключаются, если баблом пахнет. А у тех, которых прошили по этой теме, у них начнутся идейные шатания. И тогда Зеленскому многие вещи могут припомнить. Могут начаться волнения, могут начаться недовольство в отдельных регионах и областях страны. Это очень такая тонкая история с этой идеологией, которую попытались натянуть на всю страну. Это не идеология Украины, это идеология отдельных, даже не областей, отдельной группы людей. Я вам так скажу, потому что нельзя говорить, что там есть определенная область какая-то, там, где это все поддерживают. Нет, конечно, не все поддерживают. Это мы вчера тоже в эфире, в одном из эфиров показывали. В Кривом Роге, это родина Зеленского, все ахнули. Вышли тетки, женщины, девушки, как там, в общем, и показали на весь мир. Говорит, смотрите, у нас вот продается, кроссворды продаются. На русском языке. Представляете, в открытом доступе. Кроссворды. Берешь, покупаешь там вот эти все судоку, кроссворды, вот это все. А потом они дочитались, где это печатается. И ахнули. Во Львове. На типографии.
Понимаете? То есть, и говорят, На елки-палки. Макмольно, я надеюсь, нет? Нет, адрес есть, все как положено, там, ну, как, ну, а чего? Говорит, вы тут нас учите, говорит, российская мова, там, а кроссворды по-русски. Понимаете? Это ведь тоже яркий пример, потому что отпечатал кроссвордов, и причем свежий номер 26-го там года, апреля или что там, отпечатал тираж, это все распродалось, деньги, а потом можно и мову любить. Вот так вот и живем, понимаете? Александр Альбом Лазарев, из- да, был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. До свидания, спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.